Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за прекрасную фею Лизи, и будем ей прокачивать 14 уровень, да? Именно так, пришло время качать персонажей. Начнем с Лизки, этот прекрасный день. Опять же, в скинчики не буду менять, скинчик очень топовый, классик, красивый на Лизе. Но мы отправимся к прокачке. Прокачка на 14 уровень, напоминаю, что 1060 стоит всего лишь. То есть это вам не как 4 слот покупать. По сути, 2 14 уровня качнуть, это 1 4 слот купить. Такие вот дела. Поэтому сначала качаем всех на 14, а потом только думаем о 4 слоте. Такие вот дела. Логичные. Итак. Опять же, даже 4 слота подороже будет, потому что там еще надо 2 атрибута прокачать. Ну, 2 отсека, 2 ячейки, 2 параметра. Ну, в общем, что там есть, то и прокачать. И так только тогда можно качнуть слот за 120 тысяч. А тут как бы моментики такие интересные, потому что стоят тут штучки как бы 25, 30, то есть 60 плюс 120, 180 тысяч. То есть можно 3 персонажа качать на 14, и это будет равноценно одному слоту. Такие вот дела. Так, ну, наверное, ничего больше брать не будем. Сейчас только глянем атрибут на лук и будем качать. Где он? Ну, а что тут много? 2%. А скорость 5. Ну, я думаю, нам особо не поможет. Ни скорость, ни атрибут на дальность. Поэтому давайте качать 14 уровень. И бустить Лизи дальше. Да. Именно так. Вот на 14 уровень. 642. Поехали. Кстати, когда-нибудь я, наверное, даже прокачаю ботинки вот эти вот за 50 тысяч. И чисто ради того, чтобы получить бонус к урону, который вот за ним находится. Потому что, ну, 15% это очень много по урону. Но 1 скорости. Разрабы, ну почему? Кстати, ребятки, один момент вам забыл рассказать. Сейчас вам расскажу. Даже покажу. Итак, у нас тут копье. Ну, этот момент чуть попозже. 2% перезарядки, 4% дальности. Ну, отбрасывание вообще не нужно, поэтому... Дальность, наверное, да? Будем подальше чуть-чуть перемещаться. И бомбочку. 2% радиуса мне уже никак не помогут. 2% перезарядки могут помочь. И 3% дальности мало. Поэтому берем ускорение перезарядки. Итак, Лизка готова, а сейчас вам покажу тот момент, о котором я говорил, что изменили разрабы. Они изменили цену в магазине на жетоны. Ну, лично у меня так. Давайте, где они тут? События. Ага, надо крутить, короче, да? А вот, ежедневная акция, может. Ну, в общем, не важно. Ладно, давайте посмотрим. Так. Докручу. Вот, докрутил. Итак, что же сейчас предлагают разработчики? 1000 монет, потрать, 5 жетонов получи. Это капец как невыгодно. Раньше было вроде бы 750 за 5 жетонов. Ну, то есть там было как? 51 жетон, 100 монет, второй жетон, третий 150, четвертый 200 и пятый там 250 монет. То есть было можно сколько угодно натыкать. Короче, каждый следующий жетон на 50 монет дороже. Сейчас же, вот видите, 5 жетонов, 1000 монет, то есть каждый жетон выходит в среднем 200 монет. Невыгодно? Ну, такое себе. Относительно того, что... Кстати, давайте сделаем, я чисто ради чего хочу показать. Сейчас мы купим 5 жетонов. И посмотрим, сколько будет следующие 5 жетонов стоить. Как видите, тут осталось жетонов 6, непонятно, что это значит. Давайте посмотрим. Ага, 5 жетонов за 1000, а следующие 5 жетонов 2000. То есть они, по сути, заменили старую покупку жетонов на новую, но теперь она дороже. Парам-парам-пам. Такие вот дела. Ладно, больше вроде ничего не меняли по поводу там цен, поэтому мы отправляемся в бои. Опять же, я обещал командные бои поиграть, поэтому мы поиграем в сборку, опять же. Ну, стандартно, хотя, можно для Лизи сейчас взять что-нибудь другое. Но, мне кажется, я за счет уровня буду тащить уровень высокий и рейтинг низкий, поэтому надо будет урон вносить. А кто, кроме меня? Вы же понимаете. А Лизи достаточно живучая, поэтому времени наносить урона много есть, если не умирать, да? Логично. Поэтому нужно это делать. Итак, моя команда не самая одаренная, мне кажется, в этот раз попалась. Поэтому будем играть очень аккуратно. Не подставляться. Вы видели? Вы видели? Он в меня влетел и сразу фулл хп снес. Офигеть. Вот это я понимаю, везунчик. Как там бот, кстати, идет снизу. Красавчики. Конечно, орел быканул. А, все, тут ник залутался, да? Намекну ребятам, что нужно сюда идти, потому что здесь у нас легендарные боты. Все дела. Залутаем гранатку. Бери, красавчик, бери. Орлу отдадим, потому что ему нужнее. Это хорошо, что я с Орлом успели добить вместе.
Так, Никсик, давай, хилься. А что, зря яйца раздаю? Яйца, что ли, зря раздаю. Панда, конечно, стоит в кустах, он не будет выходить. Мне кажется, я даже в него тогда попал своим прекрасным копьем. А нет, у бобер, наверное, попадал. Ой-ой-ой, видали, там Никс откуда ни возьмись был. Нужно аккуратнее себя вести. Но бобра у нас тоже, видите, есть ускорб. Пока что... Ой-ой-ой, там еще и акул, жесть. Кстати, заметьте, мое замедление показывает, где противник в кустах находится. Очень круто. У нас, правда, проблемы серьезные с тем, что противников здесь много. Но они какие-то очень одинокие, что ли, но сильные. Одинокие, но сильные противники — это проблема. Так, вроде снял акулу хпшку. Туда не успеваю попадать. Бака мы не спасем никаким образом, потому что, ну, он не хочет играть командно вообще. Ой, Зебра попал. Ой, как не... Ой, как плохо. Ой, как все плохо, надо уходить. Надо уходить, красиво действовать. Но у нас вроде команда адекватная, знаете, приятно, когда команда адекватная, да? Но проблема в том, что они-то адекватны, но не самые сильные. Ну, Зебра тоже не самый сильный. Да? Ой, там 2 зебры. Ладно, 2 зебры уже страшно. Я не знаю, как мы сейчас тут будем выживать, потому что я вряд ли вытащу это все. У меня уже нету ничего, с чем можно было бы это все тащить. Ну, я тут как бы сделал максимум, ребят. И вы все видели, в принципе. Ну, тут наша команда вообще делала максимум. Мне кажется, бобер, правда, под конец. Не. Они тут все старались, видно было это по по союзникам. Просто мы не смогли затащить. Аптечки начали заканчиваться, противники нас душили. И такие вот дела получились. Хотя, как по мне, бобер что-то как-то отыграл очень пассивно. Перестал вообще стрелять, что ли. То есть он мог спокойно шотнуть зебру, смог спокойно шотнуть бака. Почему-то этого всего не сделал, не знаю почему. Так, ну что, надеюсь, в этот раз команда адекватна, но по уровням плюс-минус хороши. Надеюсь. А вот по действиям... Ну, тут лев лутает бота, ладно. Бота простим, погнали. Намекнул я льву, что надо идти вместе. Итак, тут уже противники. Бобер. Бобер — это проблема. Надо бы похилить наших ребят. Никс с инструментами, ё-моё. Минус интеллект. За каждую бочку, которую он поглощает, у него отнимается интеллект. Скорее всего. Но это не точно. Кстати, лев с первобытным инстинктом. Хорошо. Такое мне нравится. Так, ну что. Вроде плюс-минус нормально. Пока что откладываем яйца. Они помогут жить моей команде, побеждать. Ну, немножко, но помогут. Так, ну, здесь красиво себя ведет. Так, ну волка сейчас будем откидывать. Ох ты, видали, как хамелеон залетел-то под мой лук красиво, а? Волка шотнули. Просто 15-й волк. Вот об этом я и говорил, ребят. Такой бесполезный персонаж. Он как бы вроде... Понимаете, вот волк — это персонаж, у которого нет ничего. У него есть только обычные урончики и все. То есть ни один активный и пассивный навык ему ничего не дает. Пассивный навык слишком слабый, чтобы что-то давать. Блин, змея, кстати, поедает хилку Лизи. Это проблема. Это проблема. Серьезная проблема. Но мы змею сейчас почти дошотали, кстати. Это хорошо. Да, получилось шотнуть змею. Сейчас нужно в Брюса влить как можно больше урона. Ну, лев у нас просто царский. Просто красавчик на льве. Обожаю льва своего. Смотрите, как все красиво делает, а? Смотрите на мою команду. Какие же прекрасные игроки. Бери. Никса, конечно, осуждаем. Вот этого вот, который залутал легендарную гранату. Отжал. Я хотел Никсу 14-м оставить, ему выгоднее было бы. Ну ладно. Что есть, то есть. Но лев приятный, приятный. Вы заметили, какой красавчик. Видали, какой стан красивый дал Брюса. Просто сбрили Брюса на халяву. Эх, хорошо. Вот приятно, когда команда хорошо попадается. Блин, мне опять захотелось играть командные бои. Ой, не надо, да. Сейчас начнут команды попадаться. Гениев и все. Ну ладно, победка оформлена. Я, конечно, сделал все, что мог. Вы видели, все было красиво. Но может нам, конечно, повезло. А может не повезло. Может так было все спланировано. Но мы отправляемся в следующий бой. Да. Выиграть один бой. Хух. Самый сложный квест в жизни. Ну, на самом деле так-то да. Смотришь на нынешний рандом, понимаешь, что выиграть один бой — это нынче тяжкая вещь. Так, ну что там, противнички, легендарный бот. Моя команда. Но заметьте, уровни вроде стали чуть получше. Вроде. Это не точно. Это так меня сейчас лагает или что?
Судя по всему, ни одного меня. Ну, вроде перестал лагать. Нет, не перестало. Ё-моё. Вот это лаги. Челики вообще двигаться не могут, смотрите. Как всегда, во время записи видосика. Ну, конечно, а чё нет? А чё нет, да? Смотрите, уже зеленый пинг. А нет, оранжевый. Видали, как лук, кстати? Ой-ё, какая жесть. О, отлагало. Играем. Ну как отлагало? Ничего не отлагало, но играем. Ладно. Вроде могем, вроде нагибаем. Во, вроде отлагало. Наконец-то. Или нет. Или да. Так, ну нам нужно играть вместе. Потому что вместе мы сила, а по отдельности мы проиграем. Генрик у нас тут никого не видит. Будем идти за баком. И что-нибудь мутить. На всякий случай отложу яйца. Ой, как лагает. Или мне показалось. Ну, кстати, Лизи с дальним копьем неплохо так действует. Смотрите. Прыжок хороший. Даже очень. Итак, противников мы до сих пор не нашли. Это, конечно, хорошо. Да. Но не очень. Лучше бы мы их нашли и убили, чем не нашли совсем. Так, закидываем. Тут у нас противники сразу появились из ниоткуда. Закинем урон по ним. Гранатка немножко промахиваюсь. Ну как немножко? Немножко? Блин, мне аптечку сняли, это проблема. Это большая проблема. Нужно жирафа сейчас откинуть, не дать ему... Я там гранатку, кстати, закинул хорошенько так. Ой-ой-ой, я ошибку сделал. Ошибка! Ошибка! Блин, какая ошибка! Какая ошибка! Почти затащили. Как же обидно, ребятки. Вы не представляете. Мне вот та аптечка, которую мне снесли рандомным шотом, если бы не этот момент, я бы, наверное, затащил бы. Если бы сейчас не врывался, продолжал бы бахать. Если бы моя команда не врывалась, держала немножко дистанцию. Но что получилось, то получилось. Блин, как же обидно. А такой бы замесик был красивый. Ладно, давайте закончим сейчас последней победкой, я надеюсь. Опять же, все зависит от команды. А представьте, если бы в ту пачку ворвался баг. Вот просто нужно было подождать, по Ман-Сити ворваться в нужный момент, и было бы все красиво. Но что получилось, то получилось. Итак, очередной гений убежал от своего сквада, чтобы залутать легендарного бота, который, мне кажется, залутает его. Так, моя команда решила идти вниз. Ну, я пойду с ними, потому что я понимаю, что, ну, смысл бежать до легендарного бота, мы далеко все-таки заспавнились. Ладно, был рядом, еще бы я подумал. Ну, а когда вдалеке, то смысла нет. Тони у нас пошел что-то лютать. Тони залутал дробовик. Тут еще у нас дробовичок есть. В общем, Лизи это для затяжных боев. Персонаж хорош, но когда команда начинает умирать, это уже становится проблемой. Особенно с тем, что у меня только один дефибриллятор, а не 10. И резнуть всех подряд я не могу. Так, ну вторая наша аптечка появляется. И теперь мы можем себе позволить много чего. Так, закидываем, не даем Никсу залутаться. Бобров надо убивать. Ставим стеночки. Дона сейчас будет ловить, я так понимаю, кого-то из этих ребят. Тут два сквада нас сбоку окружают. Ребята под них подставляются, это проблема. Не должны подставляться вообще. Тоника я сейчас резну, как смогу. Закидываем, что можем. Блин, у меня откидывают очень больно по урону. Очень больно по урону откидывают. Не, надо отходить. Мы уже никак не сможем помочь. Скорее всего. Два сквада нас просто задушат. Без варианта вообще. Я попробую, конечно, резнуть дефибриллятором, но вы видели, он не успел отдышаться. Что я могу сказать по итогу? Мы могли бы затащить, шансы были, если бы эти два... Если бы ребята не подставлялись. Они видели, что нас два сквада окружают. Нужно было просто красиво отойти вниз и отыграть от дистанции и от маневров, да? Красивенько там по одному убивая. Но ребята не смогли, ребята подставились, и мы проиграли. Все просто, элементарно. Конечно, хотелось бы победить, но не сегодня. В общем, 14 Лизи прокачано. Дальше будем качать кого-нибудь другого. Посмотрим. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.